Добрый день. Добрый день. Как у вас дела? Нормально. Чего вы боитесь? Неопределенности какой-то. Прошу говорить громче, потому что... Неопределенности какой-то. Какой неопределенности? Неизвестно схоже всего. Давайте поговорим про неизвестность. Как вы скажете. Да Представьтесь, пожалуйста. Исраилян Армен Сергеевич. Дата рождения ваша? 72 год, 17 сентября. Город рождения? Город Баку. Баку. Азербайджан. Азербайджан. Азербайджанская ССР. А город проживания? В данный момент Москва. Москва. Вы даете добровольное согласие на запись и публикацию данного интервью? Вы знаете, добровольно насколько тяжело, вот очень тяжело. Как бы, если надо, то надо, если нет, Не то... надо. Тогда, понимаете, вот для себя, пожалуйста, вот как бы для себя любые Для себя вопросы, нам это не нужно. любые вы можете это самое высказать, за каждое свое слово я отвечаю. Я отвечаю за каждое свое слово. Да нам ваше понимаете? слово, по На сути... YouTube я боюсь, как бы, знаете, я боюсь, что Чего вы боитесь? люди, которые мне близкие, они могут Вы пострадать. понимаете, что это интервью, по сути, единственный шанс вас поменять? Ну, тогда да, наверное. Ну, вы домой не звонили. Про то, что... Я не знаю, я говорю, номер, там бумага, мы ехали когда сюда, мне сказали, человек сказал, что документы твои у меня. Я говорю, а там бумажка есть с номерами телефонов? Он говорит, я не смотрел, но документы у меня. Он, по идее, отдавая меня здесь, он должен был передать эти документы. Мы спрашивали, ваших документов нету. У этого человека, который меня привез? Ну, мы только что спрашивали, не все, было. вы его, то есть просто этот человек должен был передать их сюда. Он не передал. Ну, Может, видимо, оставил так, себе в забыл, коллекцию. может. Смотрите, про то, что вы в плену, знаем только мы, Украина. У себя вы там, скорее всего, числитесь как или труп, или без вести пропавший. Вы это понимаете? Теперь понимаю. Вы не нужны своей стране. И единственный вариант того, чтобы вас поменяли, по сути, это там должны знать, что вы живой. Да. Давайте вы сейчас вот подумаете, там 10 секунд. Давайте, что 10 минут? Я так, давайте, если выхода нет другого. Нет, давайте, выход так. всегда есть. Я вам задам еще раз вопрос, и вы ответите. Давайте, задавайте. Я согласен. Не участвовать в интервью? Нет, участвовать наоборот. Вы давайте еще раз, снова давайте, вы задавайте вопрос, я буду отвечать. Даете ли вы добровольное согласие на запись и публикацию? Да. Зачем? Зачем? Мы же договорились, это же единственный шанс, как бы. Мы с вами не договаривались, я вам просто рассказал. Я согласен. У нас есть как отказники, которые отказываются, так и те, кто соглашается. Нам, по сути, есть с кем беседовать, и вы это знаете. Если вы говорите, это ускорит как бы обмен, то я не знаю, я журналист, и решения принимают военные, а не я. Но я знаю то, что интервью позволит, чтобы там кто-то из ваших засуетился и начал обращаться, что поменяйте моего. Так это работает, потому что ваша страна в вас не нуждается. Поэтому даете или не даете? Да. Даете. Расскажите про семью. Жена, дети. Жены нет у меня. Дети, я не хотел бы, можно на камеру, я без камеры, то есть как бы. Можно не хотите детей. говорить. Дети не мои, дети не все, мои, поэтому. Дети не мои, но они для меня. Если вы не хотите отвечать на вопросы, вы так и говорите. Я не хочу отвечать на вопросы. Если все, дети есть, я отвечаю, и пусть меня слышат. Дети есть, за которых я жизнь отдам, не думаю. все. Но это как бы они не мои, то есть нет меня, то есть вот так вот. Просто такие тонкости не хотелось бы понимать. Понятно. Вы гражданин Азербайджана? Нет. Какой же гражданин? России. России. Когда вы переехали в Великую Рашку?
Это был, это, значит, 89-й год, конец 89-го, там уже было очень плохо, но тогда у меня не было еще. Долго я, то есть там прописка, регистрация, вот эти дела, все. То есть она как делается, ну, я не знаю, стоит эти тонкости рассказывать. Ну, в двух словах. В двух словах, то есть пока, ну, в те годы, пока вы, чтобы вот выписать меня оттуда, прописать здесь, нужно запрос дать в ту страну. А та страна, то есть развал Союза был, и там вот как бы был бардак. По итогу вы получили паспорт, о котором Получил, мечтали? но через лет 15-16, примерно так. Это в каком году вы получили? Это седьмой или шестой точно. То есть, 2006 год. Да, примерно так. 15 лет вы добивались супер. Не 15 лет. Сначала, то есть там получается какое-то время я жил, то есть разрешалось со старым советским паспортом, там лет 10 разрешалось, просто прописка, гражданства не было. А потом, получается, вид на жительство у меня был, то есть там 5 лет прошло, то есть вот так вот тоже можно было. Понял. В итоге... Хорошо. Кем вы работали? Вы проживаете в Москве? Последние 20 лет, 20 с лишним лет я работаю в автосервисах. В автосервисах. Последнее место работы какое у вас было? BMW. BMW? Да. А где оно там находится, на какой улице? Последний адрес мы сменили, я не знаю, в Сокольниках. В Сокольниках. Кем вы работаете? Ну, специальность какая? Моторист, там, электрик? Не электрик. Электрик. Вы нам розетку только помогли сделать. Нет. Как вы отнеслись к началу войны? Очень плохо, очень отрицательно. Отрицательно. С первых же дней, с первых минут отрицательно. Это вот жестко я говорю, и я вот этого не стесняюсь. В феврале месяце? Да. Вы поняли, что это война или это Я спецоперация? понял, нет, я не знаю, первый выстрел, это вот отдельная тема. Я не знаю, это спецоперация или война. Но вот первые 2 часа выстрела, допустим, неважно, как это называется, это уже плохо. Потому что выстрел сделать легче, а потом разгребать это, возможно, придется следующим поколениям, понимаете? Как в известном фильме «Разбить что-то» — это 2 секунды, а склеить вот это все, то, что вот веками 2 народа как бы созидали, скажем так, это сложно. Это очень сложно. Потому что как с одной, так и с другой стороны найдутся люди, как бы коршуны войны, скажем так, которые скажут, не надо с ними дружить, не надо восстанавливать отношения. Это с первых минут было ясно. Когда началась война? 23 февраля, я так понимаю, или 24, я вот тут боюсь вот путать. Вот спутать. Или в 2014 году? Нет, там, смотря о какой войне вы говорите, это разные вещи. Да, это разные вещи. Это разные войны. Какие разные? Для нас, украинцев, это одна война. Там сложнее все. Если вы говорите, если вы задаете вопрос о вот этой последней, которая уже там, ну, месяцев 10 она примерно идет. 10 месяцев будет. Ну, около того. Это одно. Если вы меня спрашиваете с 2014 года, то это уже чуть другое. Давайте поговорим вначале про чуть другое, а потом придем Давайте. к... Что вы знаете о войне 2014 года? 2014 года, значит, Донецк и Луганск решили отделиться, скажем так, от Украины, создать самостоятельное государство. Они решили или Рашка решил? Возможно, Рашка подсказала. С подсказки Рашки, это вот такие тонкости, я боюсь так вот, чтобы вы меня на слове не поймали. Кто такой Стрелков? Стрелков, я слышал, это что-то либо в ДНР, либо в ЛНР. Я боюсь точно, но он какое-то отношение тут. Да, он имеет прямое отношение. Гражданин Либо какой-то страны. Это Гиркин. Я не знаю, таких тонкостей я не знаю. Я знаю, он либо к Луганску, либо к Донецку. Я вот тонкости боюсь. Это гражданин Рашки. Я не знаю. Бывший, ну я вам это... Ну, значит так. Да, бывший сотрудник ФСБ, который вошел на территорию Украины с группой военных русских и начал так называемую русскую весну. Ну, значит так. Война началась в 2014 году для нас, для украинцев. А активная фаза, когда Рашка перешла все границы, в прямом и в переносном смысле слова, и начала полномасштабное вторжение.
Это война или спецоперация? Для меня, вы знаете, если бы я был бы политик какой-то, вот этот самый философ по этим самым, я бы сказал бы, война, она есть война, понимаете. Топорами там дерутся, с автоматов стреляют. Я боюсь вот этих Вы тонкостей. были на спецоперации или на войне? Ну, война, войну Лично назовем, вы. то есть Ну, война. война, все, что Я я в хотел. таких тонкостях, я Хорошо, не силен. тонкости и тонкости. Как вас мобилизовали? Сложнее, тут сложнее вопрос. Значит, пришло время, всех начали забирать, всех подряд, то есть получается так. И мне Сколько вам полных лет? 50. 50. Когда вам пришла повестка? Повестка, мне сказали про повестку, сейчас, скажем так, я боюсь точно сказать, 19-го, 20-го, я боюсь точно сказать. 19-20 какого месяца? Сентября. Сентября. У вас своя квартира в Москве или Нет. съемная? Чужая, да. Чужая. Какая у вас зарплата была? Там по-разному, там Ну, в среднем. 50, 60, 50, так точно я боюсь сказать, там по-разному. Хорошо, там ну 50 от месяца тысяч. от месяца. Это, так это просто... Месяц от месяца зависит. Это просто информация для информации, чтобы мы понимали, что вы до войны получали столько-то. Ну, не голодал, скажем так. Ну, я понял. Вопрос. Как вам вручали повестку? Повестку мне не вручали, мне сообщили. Как, что вам сообщили? Сообщили, что это самое, женщина была, сообщила, что ко мне это самое, а я несколько дней дома не был. Мне посоветовали, позвонила, то есть людям, это самое, они говорят, сейчас всех, я говорю, а как же так, а мне 50 лет. Вот, а он говорит, а сейчас всех забирают. Сейчас всех лучше, говорит, это самое, пойди, говорит, по-хорошему, если ты сейчас начнешь скрываться, тебе как бы, ну, там статья светит, скажем так. Лучше пойди, это самое, сделай кратковременный, создай кратковременный контракт на 3 месяца. Это будет идеальный вариант, самый лучший, потому что так у тебя вот через 3 месяца тебя уже никто не сможет. Как бы, ну, Вы контрактник. не просто контрактник, кратковременный. Вы контрактник. Ну да. Краткосрочный, хорошо, контрактник, но получается так, что через 3 месяца мой контракт закончится, и все. Если мобилизованных как бы вынуждены будут оставаться, мой контракт закончится. Вы служили в советской армии? Нет. Вы вообще ни разу не служили? Да. Автомат до 2022 года вы в руках не держали? Ну, держал как-то. Не, ну и не то есть- считается там, для фотографии это не считается. Да. Имеется в виду, не стреляли. Нет. Вы пошли в военкомат, подписали контракт. Да. Когда это было? Я точно боюсь вот сказать. Ну, Я говорю, 20 смотрите, числа, вот да? смотрите, вот примерно 17 числа, 17 сентября я работал на работе, получал поздравления в связи с днем рождения, то есть там 8 или 9 раз ко мне звонили, то есть это я помню отчетливо. И я не знал на 17 сентября, что через несколько дней вот эти процедуры начнутся. А вот с такой точностью день или два сказать я... Что было дальше после военкомата? После военкомата нам сказали завтра, то есть как бы по это самое подписал, сказали завтра приходите там на призывной пункт, как бы это самое, то есть с вещами там, сумка вещей, вот так вот. По дороге по это самое нас сажали, когда в автобус люди подбегали и также, то есть да, это самое, наивно спрашивали, а что, правда забирают? Правда забирают. Я говорю, ну вот так вот, то есть правда ли мобилизация? Вы уже были переодеты или еще в гражданке были? В гражданке еще. Знаете как, вот у меня гражданская была, но сказали на всякий пожарный, то есть возьмите это самое, у кого-то там это самое. У меня камуфляжная куртка была, ну типа как спецодежда. Понятно. То есть, вот, Куда вас повезли? в аэропорт, И полетели вы потом в Белгород. в Белгород. Что было дальше? Дальше мы вышли с самолета. Много вас было? Вот вы знаете, нас, кто прилетел с Москвы, нас было около... Ну там по дороге еще, короче, ну трудно сказать, сейчас скажу. Да Ну, плюс-минус. может, человек около 50, Все, но боюсь. хорошо, 50 человек. Там. Приехали вы в Белгород, что было? Прилетели. Полетели в Белгород, вышли с этого как бы самолета, выехали, то есть вышли с аэропорта, нас погрузили в эти самые машины, Уралы, кажется, или КамАЗы, по-моему, Уралы.
Вот. Отъехали чуть-чуть аэропорта на какое-то расстояние, там занавески были закрыты, вот, расстояние не видели, ну, примерно, то есть там дождались еще кого-то, короче. Понял. У меня, конечно, извиняюсь, перебиваю, может, конечная дата у меня 24 этого самого сентября, вот она запомнила, потому что не раз мы к ней возвращались, и она как-то вот запомнилась. И что было 24 числа? 24 мы уже попали на территорию Украины, скажем так. То есть подписали контракт, и это самое. Вы там в Белгороде подписали? Нет, Вы говорите... нет, от Белгорода там в Валуйке, что ли, я не знаю, как, может быть, в Валуйке, может, не в Ну, в Валуйке. Валуйках, значит, Ну подписали. да, грубо говоря, так. Сформировали из вас там роту или взвод? Нет, не роту, взвод скорее. Роту для роты нас слишком... Взвод. Около 20, сформировали около 25 человек примерно нас было. Около. Что дальше было? На полигон, наверное. Нет, полигон был вот как раз в Белгороде. Это вот один день у нас на это дело ушло. Вас обучали один день? Ну да. Что вас научили за один день? Не то, что научили, там получается, вроде как все знающие, с автомата стреляли, показали медицинскую эту самую, как бы, ну, как вот при ранениях, как вот там перевязывать, все такое. Что у вас было в медицинской сумочке? Ну, показывали нам в течение одного дня, вот, то есть вот все практически. Сколько вы стреляли с автомата? По два магазина. Ну да, 2 магазина в общей сумме. Понравилось? Ну, как сказать, понравилось. Как есть. Понравилось или нет? Такие вопросы задаете, как-то вот об этом я не думал, понравилось, не Ну, понравилось. какие ощущения? Спецназ там. Ту-ту-ту-ту-ту. Нет. Я же не знаю, поэтому я спросил. У нас не Я стоит. стрелял, дело в том, что я не видел, куда я стреляю, попадаю. Попал я, не попал, я так и не понял. Чего? Мишени что, не было? Мишень была, я не видел, кто попадаю, не У попадаю. вас со зрением что-то? Ну, получается так, что я не видел, мне потом сказали, что один раз я попал. Я вот стрелял, если бы она была поближе, я бы... У вас зрение единица, типа хорошее или нет? У меня, ну, для работы оно допустимое, скажем так. Я про другое. Вы ходите в очках или Нет. Ну, то есть Обычно- вы видите, вдаль видите нормально. Вроде как, понимаете, вроде как оно позволительное, скажем так, но я не видел, то есть попадал я, нет, мне Вы, сказали. то есть, стреляли просто в направлении? Нет, мишень я видел, куда я стреляю, но я не понимал, попадаю, не попадаю, то есть, если бы, допустим, кто-то говорил, то есть я слышал, там, левее, правее, то есть я сам не видел, то есть вот, то есть... В общем, подготовили вас, сделали из вас элитных морских котиков. А нет, конечно, это вообще не понадобилось. Сутки подготовили, поехали в Валуйки. Дальше Ну что? и дальше нет. И после этого сразу подготовились, сразу мы переехали как бы. Куда вы приехали? На Украину. Я понял. А в какой области? Я не знаю, какая область. Мы нас привезли под утро, то есть уже светало. Вот, привезли, вкинули в какую-то посадку. То есть в селах мы так вот в посадке начали, ночью, вечером привезли, или ночь была, то есть в темное время суток. Вот. Сказали, окапывайтесь. Мы окапывались, всю ночь окапывались, под утро нас увезли. И Зря опять окапывались? мы окапывались, нам говорили, что враг с той стороны, спереди. А, с вы фронта. окапывались, чтобы вас не убили? Окопы, нет, окопы говорили. Угу. Окопы. И вот так было очень много раз. Практически автомат не понадобился. Ни разу в сторону, скажем так, противника, соперника, ни одного выстрела я таки не сделал. Что вам говорили, для чего вы воюете? Что вообще происходит? Охраняем, то есть, границы России, и ЛНР, ДНР, то есть вот как-то так. Какие это были населенные пункты? Я не знаю, населенных пунктов там вообще не было. Нас привозили в чистое поле, а какой-то рядом пункт там не было. Единственный последний пункт, где мы вот подольше там были, это Калмычиха. То есть там хотя бы мы знали, на каком расстоянии. То есть вот хотя бы вот ясно было. Кто у вас был старшим офицером? Ну, офицеры были у вас вообще? Офицер у нас был один, потом его Александр, вот, потом его, получается,
ранил, и больше у нас уже офицеров не было. А потом нас кидали с одного подразделения в другое, то есть вот так вот. Сколько вас так вот кидали, сколько вы копали, сколько это месяцев было? Значит, сейчас скажу, 2 месяца с лишним, сейчас точнее, если вспомню. 2 месяца с копейками, скажем так. Я точно боюсь указать дату. Вот. Ну, короче, на протяжении этого времени, получается, очень много раз меняли позицию, допустим. Не позицию, а вот, то есть, ну... Ну, я понял. То Перемещались. есть около примерно где-то 8 окопов было вырыто, и там 2 блиндажа, вот так вот. То есть мы то и дело. То есть вот тут начали копать, только раскопали, или день там продержались, или 2, потом нас перекинули в другое. То есть, Когда вы попали в плен? Какого числа? 27-го. 27 ноября. Да. Понятно. По сути, октябрь вы копали, ноябрь вы копали. Правильно? Ну, перемещались куда-то, копали. Как у вас с обеспечением было? Ну, оставалось желать лучшего, скажем так. Это как? Ну, слабоватенько. Не, ну, слабоватенько Обеспечение чего? Ну, провизии. Давайте. Ну, вот с провизией, то есть как-то, ну, хотелось бы получше, скажем. Кальмары не... Да, мягко скажем так. были не сильно приготовлены хорошо. Да, их не было вообще. И помимо... Кальмаров не давали? Нет, не давали. Такого же вторая армия мира. Если серьезно, без Серьезно. шуток. Ну, слабоватенько было. Сколько вам сухпаев давали? Сухпайки нам давали только первые несколько дней. Потом уже была без сухпайков, потом уже такая привозная еда была. Но ее было мало или она была плохая? Или... Ну, война есть война, как нам объяснили. Война есть война. Я не понимаю, как это. Ну, Но она была невкусная, ее было мало. где-то мало, где-то бывало позже подвозили, где-то сегодня подвезли, завтра подвезли. То есть бывало и такое. Там Бывало, что вы вообще день не ели, потому что не привозили? Ну, не совсем. Вы меня, да, вы да, меня да. не удивите Ну, бывало ничем. такое, Говорит, ну, бывало. вы сидите в камере с людьми, которые 5 дней ничего не ели, пили воду из луж. Ну, не так. Ну, не Нет, так. это же не я придумал, это то, что Ну, рассказывают не так. Бывало, ваши... как вы сказали. Бывало, как вы сказали. Голодали иногда, короче. Ну, голодали, я не знаю, голод понятие такое растяжимое. Я Кто-то понимаю. скажет, а я неделю не ел. А тебе что, лучше, чем мне, что ли? То есть Не, ну понятно. всегда найдется человек, который скажет, а мне было хуже. Что вы между собой разговаривали? Вот вы, бойцы. Говорили, что мы, в принципе, вот тут вот, на таких вот мы тут, скажем так, не особо нужны. Не понял. Не особо нужны, мягко скажем так. Точнее говоря, вообще не нужны. Вот что я поехал, что я не поехал. То есть вот на том, от того, что я вырыл окоп или не вырыл окоп, скажем так, ничего не поменялось. Бомбежки были? Были. Еще какие? Бомбежки были нормально. 200-е, 300-е были? Были. Сколько на ваших глазах погибло людей? Именно погибло, Ну, 200-ми стали. ну, 3 я видел. А Ну, 3? и не то, что вот один, то есть один был раненый, как потом, то есть мы его не смогли сначала, мы его несли, потом мы его тащили, потом отправили за подкреплением, ну, не спасли, короче говоря, это вот то, что на нашем. Как его звали? Шамиль. Шамиль? Это Фамилию не помню. фамилии погибших вы знаете? Нет. Я это спрашиваю не для того, чтобы там вас задеть, это для того, чтобы те, кто смотрят, себе поняли, потому что он, например, еще родителям там, или жене рассказывает, что он воюет, а на самом деле он давно уже закопан где-то или сожжен. И только из-за этого я спрашиваю. Понимаете, да? Я вот этого и побаиваюсь. Чего вы побаиваетесь? Что люди от меня, допустим, узнают. Что вы вестник плохих новостей? Не Или- то, что я, а то, что, вот, понимаете, это должны соответствующие структуры, Соответствующие люди структуры уничтожают тела, чтобы они... рассказывать, а не я, понимаете, не так, что кто-то ехал, допустим, с
сердцем своего кардином, допустим, я его слышал, увидел, то есть, и вот, ну, вы меня поняли, я думаю. Нет, не понял. Что тогда про меня и про Вову говорить, через которых уже прошло таких, как вы, 500 человек, и мы уже услышали там 3000 фамилий. У нас было Фамилию, интервью. я, честно говоря, не знаю. Ну, если не знаете, то от 300 их много было. Несколько человек было. Одинаково. За что погибли эти люди? Сложно сказать. Давайте подумаем. Это такой философский, что ли, вопрос. Конечно. Вы же видите, вон там на телевизоре сценарий вопросов, которые я должен вам Я задать. не вижу никаких вопросов ни на каком телевизоре. Сколько человек в помещении? Вы и я. Автоматчиков видите? Нет. Сколько вы автоматчиков видели за последнюю неделю? Никто с автоматами не ходит. Ну, просто есть к нам претензия, что где-то под столом сидит автоматчик, и если вы не будете со мной беседовать, то он вас расстреляет. Ну, это такая уже забытая история, это когда ваши рашисты там начинают что-то рассказывать. За что погибли эти люди? Сложно сказать. Давайте подумаем. Вот было 3 человека. Давайте я своими словами скажу. Давайте. Лучше, конечно, этой войны бы не было. Вот если поймете меня, то поймете. А лучше политики бы договорились бы на как бы высоком уровне, без начала вот этих боевых действий, военной операции. Называйте это как хотите. Мы называем это однозначным словом «война». Значит, война. Пусть будет война. То есть лучше бы этой войны бы не было бы изначально. Лучше бы она не начиналась. Вот это мой твердый ответ. Безусловно, я с вами согласен, но это не ответ на вопрос, за что погибли люди. Я не знаю. То Ваш есть, понимаете, я дедушка, президент, посчитал, что ему все можно, и он решил повторить трюк Мой с дедушка Крымом. воевал в Великой Отечественной, а вот то, что там вот политики что-то понимаете, я за них не в ответе. Когда началась Великая Отечественная война? В 41-м, 22-м. Когда началась Вторая мировая война? Я боюсь точно сказать, пораньше она началась. То есть В 39-м. Да, вот я хотел В чем сказать, разница между Великой Отечественной и Великая 39-й? Отечественная, она для нас Великая Отечественная, для нашей страны, для всех, кто жил в этой стране. Да. А Вторая мировая, она началась за пределами Советского Союза. Да, знаете, почему у вас в книжечках называют ее не Вторая мировая, а Великая Отечественная? Я думаю, вы А знаете. для нас много миллионов погибло до сих Нет. пор, как бы. Нет. Фашистская Германия, это кто были? Фашистская Германия, немцы, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Хорошо, подробно. Солдаты фашистской Германии, когда вошли на территорию Российской Федерации, России, да, СССР, Советского Союза. да, прошу прощения, Советского Союза, как их называли? Я понял ваш вопрос. Захватчики. Оккупанты, Ну, захватчики, оккупанты, да. захватчики. Вы знаете, что Советы в период с 1939 года по 1941 год были союзниками Германии? Знаю, Знаете. знаю, Ну так зачем же вы тогда... Ну так, зачем вы тогда кривите? Я не кривлю. Ну, так надо говорить тогда правду, что война началась в 1939 году, Вторая мировая. Понимаете, вы в Подождите, этих делах подождите. больше, я как бы, если бы каждый день был... Подождите. А про парад вы знаете? По какой парад? Совместной фашистской Германии и Советского Союза? Не знаю. А почему вы не знаете? Ну, не знаю. Потому что это неудобная история для ваших книжек по истории. Понимаете, я не историк, я, то есть, могу каких-то вещей не знать, которые вы по своей специальности обязаны знать, допустим, или кто-то другой. Нет, это не моя специальность, это люди, которые просто... Я этого чего-то, я знаю, чего-то Вы я знаете, что Советы поставляли зерно, хлопок, знаю, это нефть знаю, да. в Вплоть Германию? до последних дней, это я знаю. Да, а что потом произошло? Война. Вы были союзниками, а когда потом война. что-то пошло не так, нужно было Сталину как-то обыграть, и появился лозунг «Великая Отечественная война», потому что Союз развалился. И это вот есть момент искривления истории, когда для всего мира война началась в 1939 году, и Советы были союзниками фашистской Германии, по сути оккупантами по отношению к той же самой Польше. А потом пошло наоборот.
когда нужно было Сталину мобилизовать силы, всех под ружье. Что произошло 24 февраля 2022 года? Война началась. Вы оккупант? Ну, где-то можно и так сказать. Давайте поговорим, где не так. Значит так, если бы наши эти самые боевые действия, то есть, ну, как я вижу, как я понимаю, если бы они бы ограничились бы только ЛНР, ДНР, то есть такая была бы спорная ситуация. Не было бы никакой спорной ситуации, нету никакого ЛНР, ДНР. Это ну, наши образно области. скажем, вы поняли, о чем мы говорим, Да. то есть о каких, то есть если бы война была бы в этих пределах. Возможно, это можно было бы как-то бы по-другому назвать. Но мы имеем то, что я имеем. понял, да, вот об этом я и говорю. Да. Рашка зашла по 6 или 7 направлениям, поэтому я задам вопрос. Вы оккупант? Ну, в какой-то степени получается. В какой степени вы не да? Без фантазии того, что если бы все было на территории Ордло. Ордло, знаете, что такое? Ну, нет. Отдельные регионы Донецкой и Луганской Ну, я области. понял. Ну, видимо, так. Видимо, получается так. Вы, как фашистская Германия, зашли на территорию... Украина независимое государство? Да, Вы ответили однозначно. однозначно. Вы зашли на территорию другого независимого суверенного государства с оружием в руках. Вы являетесь захватчиком. Докажите, что это не так. Я Сложно, перед вами извиняюсь. Сложно, нет, сложно. Вы спешите куда-то? Нет, я сложно, ну, доказывать. Так давайте понимаете. поговорим, если сложно. Давайте спускаться на уровень ниже, на более базовые какие-то понятия. Получается где-то так. Ну, давайте на базовых вещах. Смотрите, есть Украина, есть вы, солдат, который заходит на территорию Ну, Украины. смотрите, я же вам сказал, если б мы бы действовали... Если бы тут не работает, мы оперируем Значит, теми данными, получается которые так. у нас есть. Значит, получается, вот как вы говорите. Значит, получается, ну... Да. Получается, да. При обстреле, вот мне говорили, показывали, как бы при обстреле мирных городов, то есть получается, вот то, что там не показывали, говорили, то есть в данном случае это, конечно, Вы фашисты и оккупанты, захватчики. получается так. Как вам живется? Ну, я так понимаю, что до этого вы не отвечали на эти вопросы. Но я хочу, чтобы вы жили с этим. Чтобы ваши дети, которые увидят это интервью, знали, что их отец фашист и оккупант, который в составе в составе другой армии, ну точнее своей армии, пришел убивать нас, украинцев. Ваш отец воевал? Дед воевал? Дед воевал. Прошел всю войну? Нет, до 43-го он там ранен был серьезно. С первых дней воевал до 43-го года, дальше я там точно не знаю. С кем он воевал? С Германией. С фашистами. Ну да. Чем отличаются украинские солдаты от вас? Наши Сложно. защитники, я подсказываю. Ну, ваши вроде как получается, не вроде как, ну вроде как на своей земле получается. То есть вроде как на своей земле. Мы все у себя дома. Ну, получается так. Мы защищаемся от вас. Я к тому, что вы, как говорите, вы у себя дома, то есть получается вы у себя на земле, то есть как бы, а мы пришли, получается так. Да, получается так. Или я какие-то неправильные провожу параллели и сравнения неправильные? Все правильно. Я смотрю, вы задумались очень. как-то. Нет, я боюсь, сейчас вот одно слово не так скажешь, неправильно. И потом что будет? Какое не слово? так поднесу одно слово, заменю другим, и вы потом... Что я не знаю, потом? я не знаю просто, где ждать подвоха. Какого подвоха мы с вами беседуем?
Я хочу, чтобы вы со мной спорили и доказали обратное, что Нет, вы даже не идейный, буду, вы шли... даже не Кто буду, такой даже не Пушилин, вы буду. знаете? Слышал, он тоже относится к ЛНР или ДНР. Вам Что-то командиры говорили, за что вы воюете? Ну, я же вам сказал только так вот. Я вам сказал, что мы охраняем границы Новороссии, то есть вот так вот. Какой Новороссии? Нету такого слова. Но нам, ну вы же понимаете, о чем я говорю. Нам Я так понимаю. Ну, так нам как- так. Когда вы начнете что-то думать? Когда вы перестанете... Мы сейчас пойдем в очень интересную тему. Вы не покурили. Если можно. Да можно. Ну, Я не сигареты знаю, в есть. эфир отключите на секунду. Не, вы курите прям. В эфир. Да, только не выдыхайте туда, а куда-то в бок. Давайте, я так не могу, мне сложно. Или сначала эфир закончим, потом я покурю. Или А может быть, сигарету пойдет. Мне облом вставать, на выключать. секунду, вы можете вот выключить как-то? Да, На это не, секунду, не вот пишется. Вот там. Мне облом вставать. Курите, да курите. Только, да, в бок туда выдыхайте. И, да. Вы раб? Нет. Докажите. Вы знаете, опять у вас начинаются философские эти самые Так он прошел. вопросы. Если без философии, скажем так, мы живем в обществе, если бы я жил бы на необитаемом острове, там, где нет никого, в тайге, в горах, где никого, я бы, наверное, сказал, что я свободный человек полностью. А так мы все зависим от кого-то, от чего-то, мы вынуждены делать, часто бывает то, что не всегда нам хочется или часто не хочется. Но, Так, вот, отлично, у нас начинается диалог. что, разве это не ясно? То есть? Ну да, продолжайте, извините вас. Докажите, что вы не раб. Вы могли отказаться, не участвовать? Вы знаете, очень сложная тема. Безусловно, нету смысла говорить на тему, как бегают коровы по полю и едят траву. Когда у нас Это каждый очень день сложный вопрос. гибнут. Это сложно, я не знаю. Так давайте поговорим на сложный вопрос, если хотите. Если не хотите, мы не будем говорить, да и не будем. Я не знаю. Я не знаю. Если честно, не знаю. Если мой вопрос вас, это самое, как бы... То есть, Меня спросите. ну, вы скажите. Задайте вопрос. Я говорю, я не знаю, но получается так, что вот наиболее лучший метод избежать, скажем так, беды, повернуться к ней лицом. То есть это получается наиболее лучший вариант, скажем так, назовем. Из двух зол выберем самый... Да, меньше. То есть посидеть в тюрьме и пойти погибнуть, для вас вариант погибнуть более предпочтительный, чем посидеть в тюрьме? Я думал, смотрите, я ни одного выстрела все-таки так и не сделал. Я как говорил, так и говорил. Возможно, вы просто не успели еще. Через 2 дня, 24 декабря, получается, я уже должен был все. Я уже должен был... Да вас бы никуда не отпустили. Я слышал на эту тему, слышал споры наших ребят, то есть разговоры. Это доказанные споры. Смотрите, как мне сказали, на момент мобилизации, получается, вот это самое. Вас обманули. Я знаю, что вы хотите сказать, что те, кто подписал контракт до мобилизации, те могут его смело не до, во время мобилизации. Да, те могут его потом не продлевать. Как мне сказали люди, которые более грамотные в этих делах, то есть получается, пока идет мобилизация, скажем так, вот на этот момент, да, но если мобилизация закончилась, и у меня заканчивается срок. Вы в курсе, что у вас не закончилась мобилизация? Ну, через 2 дня, то есть вот если наше интервью было бы на 2 дня позже, 24-го, то у вас бы все равно... Я бы не попал бы в плен, я бы имел полное право. Нет. Мобилизация в РФ не закончена. Мы же вчера говорили с вами на эту тему. Когда Путина на какой-то пресс-конференции попросили подписать указ о завершении частичной мобилизации. Вы знаете, вы более грамотны, видимо, в этих делах. Я не хочу с вами спорить на эту тему. Я вот так глубоко не изучал, как вот вы. То есть, были люди пограмотнее меня,
намного. Хорошо. И вот у меня такой этот ответ. У меня же нет цели вам что-либо доказать или что-либо... А зачем? Ну вы говорите, то есть вы же не будете... Совершенно верно. Как вы попали в плен? В плен я рассказывал, я пошел на ту позицию, где нас, грубо говоря... Расскажите последний день в составе оккупационных войск. Последний день, значит, я шел на свою позицию. Да, вот. выбрасывать Недалеко я это самое, то есть там, получается, я копал новый блиндаж, встретился парнишка, то есть как бы мы шли вдвоем с парнем, он подошел, то есть мы подошли так, а как вы, то есть слово за слово так поговорили, вот. И он рассказал о той позиции, где нас, грубо говоря, там разбили, где у нас были 200-е, 300-е. Угу. Вот. И это самое я напомнил про парня, про которого говорил. Вот, и сказал, что вот у нас вот по одним данным этого человека вывезли, и он как бы в больнице на территории России находится. Выбрасывайте сигарету, потому что она дымит. То, по другим данным он погибший, то есть 200-й. Вот, он говорит, а там много, то есть дальше вот уже такая беседа была, как бы. А я говорю, а вот такой-то, такой-то, а вот мы его оставили там буквально там в 20 метрах от дороги. Не видел, он говорит, там много таких, там есть такие, там откуда я знаю, твой, не твой, то есть там они на данный момент, он был, значит, если вернемся на 27 ноября, вот, то есть там есть погибшие в лесополосе, вот, и получается... Он это, не он, я не знаю, я его начал описывать, он, не он, то есть он говорит, откуда я знаю, какой человек подходил, смотрел, что ли, то есть плюс к этому, там какие-то вещи мои были, какие-то вот, то есть я оставил, чтобы как бы, понимаете. Придвиньтесь сюда чуть-чуть, потому что я не понимаю, попадаете я оставил плюс к этому еще свои вещи какие-то, то есть, ну, убежал почти, скажем так, босиком, скажем так вот. При обстреле. Да, то есть вещи у меня были с собой, но увидя раненых, как бы одного вели мы, другого тащили, несли. То есть я вам сказал, естественно, пришлось выбирать, или я вещи несу, или я несу раненого. То есть вот так вот. Понятно. Понимаете? И вот хотелось бы эту ситуацию как бы выяснить до конца. Либо он погибший, либо он... Раненый, либо его вообще либо там он, нет. Да, потому что ребята... Да, и вы пошли туда. И я пошел туда. Я кого-то там поставил в известность, то есть, понимаете, дело в том, что тяжело говорить на камеру, можно выключить. Мы с этими парнями, они были младше нас, вот, мы говорили до этого, там, за какое-то время, за сколько-то недель до этого, что, как бы вам сказать, они нам говорили, что вы пожилые, от вас мало толку, но я говорю, смотрите, я говорю, мы все равно вот как бы в этом плане, если такая ситуация будет, вот как вот в воду глядел, то есть мы не сможем вас оставить на поле боя, если с вами что-то будет. Просто в силу возраста, неважно, какое у меня звание, какая должность, понимаете, просто от того, что я старший, а этот парнишка 23-24 года ему, он мне в сыновья годится. Вот просто так оставить его на поле боя и побежать спасать свою шкуру я не могу, не имею права. Просто по возрасту, неважно кто я, солдат это или гражданский. То есть то есть мы говорили на эту тему. И надо же было такому случиться, вот именно такой случай это было. Это что вот на гражданке, что, понимаете, человек в возрасте, он не может себя вести так, как молодой. Это вот те, кто постарше, поймут меня. Понятно. Пошли вы туда. Пошел туда. То есть по словам, я этого парня спросил, а когда что-то был? Он говорит, ну я там был позавчера, а там периодически я слышал от разных парней, от разных там, ну много было там вот. Какие-то ребята проходили мимо посадки, либо вот мимо наших окопов, то есть где-то слово за слово, то есть вот такие разговоры велись, и получается там был не один взвод в этом месте, где нас разбили. И практически вот эта посадка, она, то есть получается, очень много людей прошло через нее, очень много погибших, если вот так вот послушать. И получается так, что вот
я решил своими глазами это увидеть. То есть последний человек вот этот был, как бы, который нам сказал, что вот так и так вот там вот есть погибший. Вот. И я твердо знал, что там могут быть только наши. Единственное, что мне многие люди говорили, не ходи туда. Последний раз, когда я туда ходил, я получил контузию. Вот когда мы этого парня несли, я получил. Нас обстреливали, и пули свистели, и минометные эти самые, то есть снаряды ложились по последним выстреле, скажем так, меня откинуло там на несколько метров волной. Снаряд разорвался совсем там где-то 2,5-3 метра. То есть чудом, что я не погиб. Контузию получил, но не погиб, скажем так. Вот. И мне люди говорили, зачем ты туда идешь? Тебе мало того, что ты получил. Вот. В одном случае, если он 200-й, ты ему не поможешь. Он уже 200-й. В другом случае, если он 300-й, он уже на территории России, ты ему тоже. То есть тебе незачем туда На идти. территории... Ну, России. То есть если он ранен, как нам сказали, его вывезли уже на территорию России, если он как бы живой, твой поход туда, он не нужен в любом случае. Так или так. Не ходи туда, не ходи. Много людей мне это сказали, но я, видите, не послушал. Оказался в плену. А то, что там... Как вы попали в плен? Я же говорю, то есть... Ну, пошли вы туда, и что дальше произошло? Пошел. Я ожидал, я увидел ребят без этих парней, как бы без этих, без шеврона, как бы. Вот. Они это самое... Я им показал, они рукой показали, типа, иди сюда, направь на меня ствол. Я думал, это наши. Я им показываю пальцем, я говорю, вот сюда мне надо, вот, где наш парень лежал. Вот я сюда. Нет, сюда. То есть, ну, такие случаи уже бывали не раз, когда мне говорили, отдавай ствол, отдавал ствол, показывал свои документы, люди убеждались, что я свой, и возвращали мне ствол. То же самое все получилось и здесь. Только не отдали ствол. Потом, ну, если серьезно, без шуток, вот, взяли, посмотрели документы, а потом через, там, боюсь сказать, ну, через какое-то время, там, секунд, там, 30-40, точно сейчас не скажешь, показался парень, уже 4-й был он, с украинским шевроном. Я, понимаете, для меня это шок было. Я увидел этот шеврон, этот флажок, я смотрю вот так вот. Он, видя мой взгляд на своем флажке, то есть, говорит, теперь ты понял, куда ты попал? И вот тут я осознал, что я в плену. На каком языке они с вами разговаривали? На чистом русском. На чисто русском, то есть как бы я и думал, что это наши парни. Я думал, что это наши парни. Единственное, что вот я говорю, я никак не думал, что там могут быть. То есть я так понимаю, за ночь, как я понимаю, за ночь эта посадка стала как бы вот украинской. То есть до этого нас привозили, нас разбивали, то есть нас это вот, ну, разные взвода. То есть привозили, разбивали, привозили, разбивали, привозили, то есть и так продолжалось долго. Сколько-то дней, вот так вот. А именно в эту ночь, я так понимаю, или может быть это за вечер, потому что человек сказал, я был там позавчера, что ли, то есть вот так вот получается. Получается так, что вот... Вас связали и увезли дальше там? Ну да. Парни, которые взяли его в плен, вы реально красавчики, а особенно первые 3, которые еще и документы проверили. Это вообще, это хорошо сработали, да? Вы знаете, надо отдать должное, они, ну, уважали возраст, видели я обессиленный, то есть как бы... Почему вы были обессилены? Ну, так или иначе, то есть дали мне и сердцем было, дали таблетки от сердца, то есть как бы, ну, грубо говоря, помогли. Я не знаю, чем бы закончилось, если бы они бы вот так вот просто вот грубо выполняли бы свою работу тупо, вот так вот, и не помогли. Вас взял ли в плен какой-то наш батальон или обычные вооруженные силы? А я не знаю этого. Спецназ или просто... Я не знаю. Ну, не знаете и не знаете. Ну, а как я могу это знать? Ну, как они выглядели там? Спецназ какой-то. Вы знаете, если бы я бы работал бы в украинской, то есть если бы я был бы знаком, я говорю, люди в военной форме, я же говорю, я их вначале принял за российских парней. То есть я... Ну, спецназ обычно отличается от обычных. Я не такой знаток, понимаете.
То есть я, насколько понял, потом я встречал людей. Кому нужна эта война? Я думаю, никому. Никому. Ни одному человеку, кроме Кто ее начал? А? Кто ее начал? Не понял. Кто ее начал? Кто? Если она никому не нужна, Вы знаете, сейчас, скажем так, вот сказать вот в жизни так не бывает, что вот один на 100% прав, другой. Конечно, есть более виноватые, есть менее виноватые, но я считаю, что виноваты все. Все, кто, значит, не приложил максимум усилий, чтобы эта война не началась. Все. Не только политиков, я имею в виду даже. давайте я по-другому спрошу. Чтобы мы спустились из каких-то высоких материй, там, с какого-то космоса. Вы хотите, чтобы я назвал фамилию человека, который начал войну? Да я ничего не хочу. Если честно говорить, включая даже многие общественные организации, которые государственными не являются, они должны были приложить какие-то усилия, чтобы этого не случилось. Давайте по-другому. Хорошо, раз вы боитесь или не хотите назвать, или еще что-то. Кто отжал Крым в 2014 году? Россия. Конкретной должности, я вот не хочу должности, фамилии. Ну вы боитесь сказать, что это ваше хуйло. Ну, президент ваш. Царь рабов ваших, вас. Понимаете, как он же не один там кто-то, понимаете, это там... Царь-то хороший. Бояре плохие. Бояре придумали отжать Крым. Бояре решили начать наступление. У нас сейчас снова опять начинается философия, это все идет... Да какая философия? У нас каждый день люди гибнут. Из-за того, что у вас придурок 23 числа... Это так же, как сказать вот насчет Сталина. Такие. Зеленский 23 числа объявил о начале войны? Нет. Путин? 23 числа на День вооруженных сил Рашки. Кто выступил? Когда все ваши в пьяном угаре поехали с 23 на 24 число? День армии у вас когда? 23 февраля. О, а что было 23 февраля? Кто объявил на весь мир о начале войны? Я, честно сказать, узнал это от людей, я новости не смотрел. У вас никто новости не смотрит, у вас никто политикой не интересуется. Никто. Но умирают люди, стираются села и города с лица вообще земли. Вы в плену. Зеленский виноват, что вы в плену? Скажем так, нет. Так может мы начнем как-то правду какую-то? Значит так, я вам уже сказал и повторяю. Вы не хотите говорить, потому нет, что... Нет, не хочу говорить. Просто я думаю, то есть виноват, конечно, не Зеленский, но может быть, я на месте Зеленского или какой-то более адекватный, то есть бывает так, один человек виноват на 90%, другой на 10%, один на 95%. Мне кажется, все участники, все политики. Давайте... Я согласен с вами, я знаю, Подождите, что вы говорите. Вы пошли в теорию оправдания и неоправдания. Кто больше всего виноват в том, что сейчас происходит? Тут у нас не будет разногласий, тут у нас не будет. Разногласий у нас Байден? тут не будет. Нет. Мы понимаем, о ком идет речь. О ком? Лавров? Может и Лавров, но я понимаю, российская сторона виновата больше. Вы это хотите сказать? Так я с вами одно спорю. лицо или бояре виноваты? Там сложно, там как преподнесли, я не знаю. Вот я боюсь, что вы меня поймали на слово. И Да на какое я слово вас буду ловить? Зачем мне это надо? Вы вообще понимаете, зачем мы это делаем? Вероятнее всего, да. Но давайте попробуем, уходим. Нет, я согласен с ушли от вами. Нет, давайте так, Да давайте докончим эту тему, мы добьем с Все, вами. я же добьем или закончим? Ну, добьем или, то есть, ну, хотя бы разжуем получше, понимаете, я вам такой пример хочу. Вот просто, чтобы вы поняли лучше. Давайте. В 1937 году миллионы людей были расстреляны. Да. Как есть версия, говорится, что, Сталин сам их убивал, каждый указ, то есть, кто-то говорит, есть такое мнение, что ему преподносили так. Я не знаю, может быть, разведка его так преподнесла ему. То есть есть такая версия, не претендую, что она как бы самая правильная. Такое мнение ходит. Уходим от высоких материй. Я не знаю. Вы Кто хотите, виноват в том, что вы в плену? В том числе и я виноват. Безусловно, вы виноваты, не приняли бой. Бой, понимаете, я узнал, говорю, у меня автомат был даже и не заряжен. Кроме вас, кто еще виноват? Скажем так, руководство. Руководство. Работали вы себе там автоэлектриком на BMW
чинили там эти джипики, приезжали клиенты, уезжали, получали вы свои деньги. Кто виноват, что вы здесь? Кто на войне? Что вы на войне? Макрон? Нет. Нет. А кто? Кто подписал указ о частичной мобилизации? Я вам напомню, Наше что... руководство. Нет. Ваше руководство, у него есть человек, который поставил подпись. Вы тот, кто хотел обмануть систему и не попасть под частичную мобилизацию, а пойти раньше на день-два, чтобы получить 3... Не на день-два, в тот же день хотя бы. Ну, я понял. Я вас. смотрю, Да. я смотрю на факты не Да, потому, что да. факты, а потому, что это ваша история. Да. Вы решили обмануть природу. Вы не захотели быть чмобиком, вы пошли по контракту. Да. Правильно, если Ну, убрать да, вот эту нет, всю правильно, лирику. все правильно. Правильно? Да. Кто поставил подпись на том, что с 21-го все чмобики ходи сюда? Кто-то из нашего руководства, я боюсь назвать фамилии, я таких тонкостей не знаю. Как бы тонкостей человек не знает, потому что он боится назвать слово Путин. Вот он как-то Может вот... быть, его заместитель, может быть, я не знаю. Нет, вы меня указ хотите. президента Ну, наверное, Параши. значит так, я с вами спорить не буду. Я не спорю. Понимаете, да, когда раб боится сказать что-то плохое про своего царя, потому что ему страшно. Нет, Потому что нет, бояре нет. плохие, а царь хороший. Нет, Вот так вот это работает. не совсем так. Просто я говорю, я человек не политики. Да я так Вы не... политикой не интересовались? У меня не было времени. Я человек работяга. А политика как заинтересовалась вами? Да, Чувствуете? Да. Если вы не интересуетесь политикой, Политика интересуется мной, слышу это выражение. оно неправдиво? Ну, получается так. Листик, на котором написано «Всех в строй». Его подписал Путин. Его спросили через 2 месяца: подпишите, что закончилось «Всех в строй». Он сказал: нет, я в Этого этом... я не знаю. Этого я не знал. Вам включить? Я вам верю на слово. Зачем? Потому что я возьму и включу ролик, где он отвечает на вопрос, когда закончится мобилизация. Он говорит: я поручу это профильным министрам, в скобочках боярам. Мы около 2 месяцев, я сказал, мы, то есть вот как бы отрезаны были, без информации, поэтому я просто не могу знать столько, часть даже того, что знают вот люди, которые слушают радио, телевизор. У нас этого не было. Вы можете обратиться к своим согражданам, призвать их идти сюда, брать теплые вещи, консервы, потому что вас кормили там тоже нехорошо? Я не знаю даже, что говорить. Ну, пусть идут, умирают, пусть идут Я сдаются. хочу сказать, что эта война никому не нужна. Говорю и буду говорить. Эта война не нужна. Эта война братоубийственная, я скажу даже так. Это война братоубийственная. Хотя кто-то сейчас вот скажет, что мы с Россией там разные, то есть на разных там континентах, на разных планетах. Неправда это. Все равно Россия и Украина жили как бы как минимум по-соседски. А если на самом деле не по-соседски, это один народ. Никакой это не один народ. Это один народ, чуть-чуть я с вами поспорю, если... Давайте поспорим. Это не один народ, мы с вами разные во всем. Мы люди, которые свободны в выборе и живем, и наши бойцы, защитники умирают за свободу от таких оккупантов, как вы. Я о другом говорю, что Старший брат не может прийти и отжать целый полуостров. Старший брат не может напасть и уничтожать города и бомбить их. Секундочку, можно? Я говорю не о странах, я говорю о народах. Мы разные во всем. Народы. Мы разные во всем. Но если 1000 лет... Кроме физиологических там каких-то половых признаков, вот я не знаю, как там по биологии оно правильно говорить. 1000 лет жили вместе, 1000 лет как бы народ ходили, создавали общие семьи. Знаете, в чем проблема? Проблема в том, что вы не знаете историю. Кто кого убивал, кто на кого нападал. И то, что я это не знаю, это другое, но то, что вы, наверное, не будете... То, что вам вливает ваша история в ваших учебниках, потому что это удобно, не значит, что это правда. Скажите такое тогда, вот за последние, там, скажем так, ну, не вдаваясь в историю, много, я скажу, а вы скажете, правда, нет, много украинцев, много лет, веков живет на территории России, и много русских живет много лет на территории Украины. Да, и что?
Есть общие семьи, которые создавались, допустим, как бы без националистов. Никто не спрашивал. Голодомор. Было такое, есть. Это Москва как-то в Голодомор ощутила? Нет, Поволжье ощутила, да, я понимаю. Украина пострадала больше, это не обсуждается. Я могу вам насыпать исторических фактов до утра. Я же с вами не спорил, я не отрицаю Голодомора. Я не отрицаю, я согласен, что это было в 30-х. Кого больше всего погибло во Вторую мировую войну? Не понял, простите. Еще раз. Кого больше всего погибло? Советских людей. А если мы советских людей поделим на республики? Ну, наверное, возможно, украинцев. Если вы скажете, я не буду. Я как-то не задумывался, но если вы скажете, что украинцев, я не буду спорить, потому что война. Украинцев, белорусов, потому что война. Что такое геноцид, вы знаете? Знаю, отлично знаю. Голодомор, геноцид. Ну, вещи похожие. Ну как, это всем миром признано, что был геноцид украинского народа. Вы нам про каких-то братьев будете рассказывать? Смотрите, не братьев, то есть геноцид был. То, что есть люди, то, что мы находимся рядом, безусловно, это соседские отношения. То, что есть, называется, есть такой термин органическая миграция, когда соседние прилегающие приграничные регионы, они перемешиваются. Это тоже нормально. Давайте на секундочку отвлечемся от темы и скажем так, вот с более выше, то есть поднимемся. Смотрите, все войны, которые были на земле, все войны, которые были на земле, практически война, любая война идет, допустим, нам 4 года, 5 лет, 6 лет, потом лет 70, люди ходят друг к другу в гости. Люди, то есть большая часть, вот если историю России и Украины разделить, то есть вот по временным, то есть таким вот делением, получается, что все же большую часть Россия и Украина жили мирно. Нет. Значит, я что-то не знаю, чего знаете вы. Безусловно, вы что-то не знаете. И вы не хотите этого знать, потому что у вас есть какая отмазка? Нет, ну зачем? Какая у вас есть отмазка? Никакой отмазки нету. Сейчас у вас нет времени? Нет, зачем? Когда вы последний раз книгу читали? Вчера, позавчера. В плену, до плена? До плена, очень давно. Сколько лет вы не читали? Техническую литературу. И это не литература. Я имею, не берем то, что вы схемы очень там много, читали. Очень долго. 10 лет? Я не буду говорить, может быть, даже и больше. Больше? Да. А в плену почитали? Знаете, что в плену есть... я перечитывал. А знаете, что в плену есть люди, которые впервые читали книгу? Не знаю. Которые после школы там учились, работали и не прочитали ни одной книги. Попав в плен, они прочитали книгу. Нет, смотрите, какие-то книги я все равно читал. Какие-то книги, что касается ну, я там вас завета. Спросил однозначно. Что касается там завета, вот этой территории. Каких? Заветов? Новый завет, старый завет. Ну, в основном, это не... это... Ну, других книг не читал. Не читал. Поэтому у вас нет ответов на вопросы. У вас нет времени. У вас есть работа, да, Скобеева, да. И таких телевизор. Скобеева у меня тоже не хватает времени. Поэтому ваш аргумент в том, что мы братские какие-то там народы, соседи, друзья, нет. У вас просто нету знаний для того, чтобы мыслить по-другому. Я родился в советское время, то есть, понимаете, в те годы, как бы многие республики, для нас страна была одна, центр был один, понимаете, все мы жили, как люди моего поколения меня поймут, все мы жили счастливо, Новый год встречали всем союзом, за столом, как бы, понимаете, вот у меня старое мышление, молодые люди... Мы можем идти в полемику на тему Нет, я к тому, что молодые люди... начиная от момента, как тому, наша страна попала в этот я союз. К тому, что молодой человек, кто-то помоложе будет, моложе меня, там лет на 15, на 20, он ответил бы по-другому. Я помню те времена, когда мы, я тоже республики, те республики жили, вы, наверное, слишком молодой были. То есть, ну, суть не в этом, суть в том, что было время, когда мы жили в одной стране, не было разделений на нации, на республики, то есть вот так вот. Был один народ, говорили на одном языке все. То есть... Всегда были чурки, даги и тому подобные народности, которые всегда были что? Значит, в те годы я этого не слышал. В те годы я... Проблема в том, что вы не служили в армии.
и вы не знаете этих. У нас не конструктив, потому что вы не располагаете багажом знаний, чтобы Возможно. проводить дискуссию. Возможно. Обращение в формате «эта война никому не нужна». Вот такое обращение решил сделать пленный. Обращение к тем, кто его знает. Он не знает свой номер телефона, потому что с кем можно связаться. Если смотрит там директор СТО, либо его друзья, знакомые, под этим видео есть описание. В описании под этим видео есть ссылка на телеграм-канал, там найдете мой контакт. Пусть тот, кто знает его контакты, там сестра есть, да, вы говорили. Обратитесь, если будет возможность, то он свяжется с ними, но уже не во время записи. Есть ко мне какие-то, может, вопросы? Нет. Сложная беседа получилась? Вы думали, будет по-другому? Нет, я даже не думал. Я даже не думал. Спасибо. А что... Я еще поставил заряжать телефон, но ни хрена не заряжается. А что не так? Я не так, все может быть и очень даже так. Я о другом думаю. Я думаю, как вот там на той стороне меня увидят, как вот, то есть сестра, как дети сестры увидят. А как они, что они? Они увидят, что вы жив, что вы не мертв. Да, конечно. Я ваши бычки возьму. Бычки нельзя, возьмите, покурите одну сигарету. Что во время разговора я говорил неправильно? Правильно говорите. Вот чтобы сказать неправильно, вот плохо, что вот мое мнение можно выскажу. Так не надо было все интервью. Я хочу, понимаете, вот не хочу людям морочить, вот вам, вот, то есть адекватным людям. Значит так, если вспомним, я вот не то, что совсем отрезан от телевизора, был случай, значит, несколько лет назад, вы меня напомните, 40 украинских десантников разбилось, когда в самолете, помните? Несколько, боюсь соврать, 3 года, 4 года, 2 года назад был такой случай. Возможно. Вот. Значит, кто-то там на российской стороне, там, какие-то разговоры, там, хихикать, кто-то злорадствовать, возможно, кто-то стал. А Кирилл, то есть митрополит, вот, обратился и сказал: ребята, говорит, это наши православные эти самые братья. Не надо, они наши братья, не надо злорадствовать, это все равно наши братья. Вот тогда он был красавчик. Ах, вы идете на тонкий лед. Тогда... На тему православных братьев. Почему вы, православные братья, пошли убивать нас, православных братьев? Вы меня не дослушали. Извините. Вы не за что извиняться. Вот тогда он был. А сейчас я как сказал, что не все силы, которые были задействованы, которые могли предотвратить. Я так вот, я, может быть, не так сказал. Я понимаю, может быть, что вы говорите. Просто я говорю, я намекнул, что многие общественные силы, если бы внесли бы свой вклад в дело установления мира. Новый Завет вы читали? Нет. Я крещенный, но не верующий. Суть в этом, то есть там такие, там говорится, то есть такие слова. Миротворцы есть дело, есть дети Божьи. То есть такое, то есть если бы кто-то, церковь украинская, российская церковь, сказали бы: Зеленский, Путин, отойдите, пожалуйста, вы не можете найти общий язык. Мы должны, давайте мы попытаемся найти ради наших народов. Вы представитель, то есть, скажем так, вы глава Украины, я глава России, например, такой, мы с вами не можем найти какие-то... И что? Другие люди к нам подходят, как вот, машину выводите или наверняка, то есть, знаете, вот у нас в России так вот, раньше как вот столкнулись две машины и начинается, то есть вышли водители друг другу морду бить. Сейчас по-другому, приезжают адвокаты, если мы с вами общий язык не можем найти, приезжает ваш адвокат, мой адвокат, и они находят общий язык. То есть я к тому говорю, что если... Вы знаете термин «светское государство»? Секунду. Я понял, но мы идем... Нет, сейчас, секунду, я быстро, я буду краток. Если так или иначе мы, политики, скажем так,
не можем как-то найти общий это самый язык, хотя бы люди, которые по своей должности, они обязаны, понимаете, политик, он не обязан, так как, а люди, которые, как я сказал... Вы не правы вообще. Секунду, дослушайте, они обязаны, потому что этому они посвятили свою жизнь, они обязаны сказать, ребята, товарищи политики, давайте мы вам поможем, может быть, мы проблему не решим, но мы вам создадим какой-то фундамент решения. На основе этого фундамента... Я понял вашу мысль. Вот, может быть, можно теперь я? Это, секунду, я доканчиваю. Да. Вот этого я не увидел и даже не услышал, что это было сделано. Вот такой мой ответ. Да, ваш ответ в корне неправильный, потому что есть понятие светское государство. Знаете такой термин? Знаю, да, где церковь отделена от этого, но мы люди, понимаете, мы люди, понимаете. Вот почему за меня должен решать какой-то поп, если я не верующий? Можно отвечу? Конечно. Смотрите, допустим, такая ситуация, мы с вами идем на улице, вот просто идем по улице, не дай бог какой-то ДТП, ребенок как-то упал, загорелся дом какая-то, мы можем сказать, ребята, есть такие соответствующие службы, пожарная, милиция, полиция, там, МЧС, там, кто-то, пусть они, зачем мне лезть в огонь, вытаскивать вот этих детей, там, это не моя компетенция. Правильно. Но мы, как честные люди... Хотите, я вас сейчас... Как честные люди, мы должны от себя что-то... Вы сами дали ответ в своем вопросе утверждений. Вы сказали, если депутаты не могут порешить проблему, в этом же и суть. Я не спорю, Нет, смотрите. Депутаты это наемные люди, это менеджеры. Но так или иначе он не может этого сделать, понимаете? Почему какие-то попы должны между собой решать? Потому что он, вот смотрите. Ну, то есть, кто такой поп, какой-то там Кирилл? Он Кирилл. человек, он Кирилл или кто-то другой, но он человек, он не чужой для этой страны. Такой же есть. Да, Ивашка Кирилл сказал, украинцы, сдавайтесь, присоединяйтесь к Рашке. Это неправильно, нет. Почему неправильно? Потому что он должен был сказать, ребята, мы с вами, вот украинская церковь, вот мы с вами, вы представитель украинской церкви. В курсе, что в первые дни войны обращались наши все церкви и просили? Нет, не знаю, к сожалению. Мы опять упираемся в... К сожалению, я не знаю. Мы опять упираемся в отсутствие знаний. Если это было, тогда получается мое высказывание, оно получается неправильно. Мало того, церковь не может вмешиваться в политику государства. Но мы понимаем. У нас политика, мы жили спокойно до 2014 года. Но тут почему-то ваш конченый придурок решил отрезать кусочек Крыма, который всю жизнь был наш. Потом он решил то же самое сделать с Луганской и Донецкой областью, но не получилось у него. Это совсем неправильно. Я бы честно сказать. Не мы же напали первые, не мы. То, что скоро будет там Белгородская Народная Республика, Ростовская Народная Республика, это будет, безусловно. Дело времени. Смотрите, и Рашка будет распадаться. Смотрите, дело не вы говорите со стороны политики, со стороны. Я говорю со стороны человека, украинца, на которого напали. Смотрите, есть... Ваша сестра сидела в подвале? Нет, смотрите, я о другом говорю. Нет, давайте теперь мы поговорим по-другому. Ваши дети сидели в подвале? Нет. Ответьте мне на вопрос, почему у меня год ребенок в школу не ходит? Я полностью понимаю. Нет, вы не понимаете, вы мне ответьте на вопрос. Да, потому что вы ответьте мне на вопрос, почему у меня дома нету... Война идет на территории Украины. Почему у меня света дома нету 40 часов? Не на территории России, а на территории Украины. А кто на кого напал? Кто тут из нас оккупант? Мы, я согласен с вами. Ну так о чем мы сейчас говорим? Я говорю, то есть я же ваших этих самых доводов не отрицаю. Я же не отрицаю. Так и все не может никаких доводов. Не отрицаю. Я говорю, что есть еще дополнительные люди, которые могли бы, как в случае с МЧС, с пожаром, с ДТП. Почему ваш главный поп, на которого вы сейчас ссылаетесь, не пришел к вашему суду и не сказал? Это плохо. Ну так кто тут виноват? Почему ваш Кирилл, который кто? Вы знаете, кто такой Кирилл? Это ФСБшник. Я слышал такие версии. Неудобная правда, сразу слышал, какие будут ваши доказательства. Версии. Я, честно сказать, удивился, что... А вы знаете, что он один из теневых чуваков, которые занимаются табаком?
Нет, я этот... Потому что у вас времени нету этим почитать расследование. Понимаете, мы простые, я не то, что за себя там отгораживаю, мы простые работяги, утром идем на работу, добираемся до работы, работаем вечером, усталые, приходим домой, бывает и не приходим. Вот домой. поэтому... Бывает мы остаемся ночью, бывает Да на работе. супер, вы, У нас нет вы молодцы, таких вот, да, у понимаете? вас нет, а Таких почему-то много, мой таких ребенок много. сидит дома без света и не ходит в школу год. А то, что у вас ФСБшник Кирилл поддержал спецоперацию, кто крестит ракеты и самолеты, Я и этого танки, не знал, не знал. а видите, вы опять не знаете. Вам открыть интернеты эти и Я показать, вам- как попы ходят, я вам- танки, я вам- Искандеры Я крестят. вам верю на слово, но я говорю, возьмите. Это нормально, когда поп крестит Искандер, который прилетит и убьет ребенка? Нет, конечно, конечно. Так нахрена вы говорите про каких-то попов? Я эту тему не знал. У меня нет того уровня информации, который есть у вас. Я же вам говорю. Так и мы опять упираемся в отсутствие информации. Согласен. Еще будут какие-то аргументы, кроме попов? Ну, аргументы уже, то есть какие-то могут, более грамотный человек может найти, но я, вот то, что я хочу сказать, то, что я как вижу, как думаю, есть много каких-то общественных... Каких? Навальный Я- где ваш общественный деятель? Даже не знаю. В тюрьме он сидит, навалили там 13 лет. ему. То есть, Кого у вас перед Красной площадью расстреляли? не знаю, Оппозиционер еще там у вас был один. когда. Ну, вот не совсем недавно. А я понятия не имею, как я Потому могу. что вы не интересуетесь Так политикой. дело в том, что мы в лесу жили, можно грубо говоря. Нет, до войны еще. Еще войны не знал. Где все ваши оппозиционеры? То в тюрьме, то 200-й закопанный. И у вас есть один царь, есть поп, который делает то, что ему говорит царь. Все общественные организации у вас под царем, для картинки. А вы рабы. Как-то так это работает.